Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 16-й выпуск второго сезона «Пути со дна с прокачкой с нуля» в Escape from Tarkov. В прошлом выпуске удалось без проблем закрыть квест «Каратель» на таможне, поэтому сегодня постараюсь не сбавлять темп и помимо очередной части оружейника добить диких в лесу. Ну а там как пойдет. Может получится еще и закрыть сегодня тарковского стрелка для поднятия лояльности у егеря. Грандиас, Триэнджел, Иван, BBR, Хейлигер, Семирила и Саня Московский. Большое спасибо за вашу поддержку. Я стримить на этом канале не планирую в ближайшее время точно. Возможно, попробую как-нибудь на Твиче стримить, но это пока как вилами по воде писано. По Карателю 4 нужно добить еще 4 диких. Мурка у меня по страховке вернулась, так что в первую очередь пойду сегодня в лес. Я предлагаю взять с собой болтовку какую-нибудь дешманскую хотя бы. Тарковский стрелок, часть 1 у меня активен теперь. Квест, может попутно еще и Тарковского там же в лесу сделаем. Опачки, по убежищу у нас безопасность максимального уровня теперь вкачана. Зашибись. И то же самое до максимума вентиляцию это вели. Все, ништяк. Теперь можно будет сразу же зарядить улучшение генератора до 3, как только механика прокачаем. Иду скромно, возьму Мурку, дешевую самую ВПО, глушитель на нее присобачил. Да и все, больших планов на рейд нет. Главное мне добить по Карателю диких, и мне этого предостаточно будет. Так, идем с утреца. И да, тут страховать уши, тряпки и все. Че, погнали, пойдем диких попробуем добить. Надо попробовать успеть сегодня еще на берегу пару квестов для егеря сделать попутно. Тем более, что оставшаяся часть Карателя 4 подразумевает поход на берег. Там нужно убить 10 ЧВК в балаклаве любой и в жилете дикого. О как. Это мы на окраине, да? Да, вижу фургон. Это мы на окраине за домом диких. Ну что? Хорошеечное время суток. Так, прям уже и не темно. Уже видно все практически. И ЛЦУ отчетливо видно. За Б14 спустимся, посмотрим. Если не, ну ближайший спаун диких у меня будет либо на ЗБ, либо дальше там на КПП, я думаю. Было бы неплохо еще, не доходя до лесопилки, сразу же здесь сделать 4 диких. Опа, нифига себе. Во, злой какой. Чего-то, чего? Блин, ты с такого далека, смотри, как я тебя теперь с дробовика-то буду? Вижу, между деревьев там, блин, далеко. Что, тебе не больно, что ли? Ну, далековато, конечно же, для дроби. Чего уж тут говорить. Вопросов не имеем. Блин, только опасно, свистят пули, жесть. Давай я лучше отсюда подойду. Хоп. Хоп. Ой-ой-ой, да их тут двое. Слышь, а это хорошо. Как-то так. Блин, опасно. О, он заряжается. Есть, кореша завалил. Отлично, отлично. Как хорошо все вышло-то, а? И патроны даже еще остались. Но неплохо, неплохо. Есть еще с чего пострелять. Так, только родился уже 2 диких. Пойдет. Пойдет. Ох, мать моя женщина, это что у нас, фильтр? Мне кто-то интересовался, что у тебя в рюкзаке делает стиральная машина. Стирать штаны. После ситуаций неожиданных.
Что за дичь? Фигня какая-то. Шестидесятники. О, нет, шестидесятников, зато фильтр, смотри, тоже дорогой есть. Блин, а нафиг я лутаться-то залез? Ну, хотя ладно, что с ним уже не будем, наверное, его сюда складывать. Пусть так лежит. Потеряем так потеряем. Я сюда за другими вещами пришел. Мне надо 2 диких настрелять еще. И это вполне себе выполнимая миссия. Я бы, знаешь, сейчас в ту сторону перебежал бы к воде, потому что там есть такая временка. В леске. Возле этой временки частенько трутся дикие. А сначала позырим, что там пацаны принесли. Чем богаты. Тут такие. Простые работяги. Вот так сделаем. Сейчас лута собираю. Че, куда он делся-то? А, вот вижу. Сейчас лута насобираю полный мешок и буду тяжелый бегать. О, мурка полуавтоматическая. Может, заберем? 4 всего. Вот сюда пристроим ВПО пока, по крайней мере. Да можно даже, знаешь, как вообще сделать? О, я сейчас азимут заберу. Не хочет который лутаться. Ну, как всегда, что? Лизохитрый, лутаться не хочет, но лутается. Прям на ту сторону сходим. На доме диких никто там не подъехал. Я бы даже развернулся, пошел бы туда. Ну и здесь вдоль воды можно будет попробовать, да? Горцануть. Сейчас тут все осмотрим, КПП. Опа. Нет, походу через воду не вариант, да? А переоборудуем тогда. Я могу же со своей мурки переставить все это добро, да? О, да, цилиндр переставляется, значит. Хоть полуавтомат будет, ё-моё. Во. Даже можно, наверное, попробовать ЛЦУ сюда же на спрут присобачить. Там крепление точно такое же. Да, можно. Все, зашибись. А фонарик, наоборот, переставим. А ну. Работает. О, здесь добра валом. Здесь всегда хорошие модули найти можно. Интересная такая времяночка. Но не всегда она, конечно, безопасная, потому что здесь, ну, тропа. Здесь как раз проход от спавна к лесопилке и в обратном направлении. Тут популярная такая тропинка. А еще тут есть за ящиком патроны. Много кто их пропускает. Во, здесь гора целая. АПСки, трассеры. Вот, пойдет. БТ. Так. Тогда можно на меченку сходить. И через левую сторону, через КПП, наверное. Так будет, я думаю, лучше всего.
Там мы как раз... Там мы как раз и наполним рюкзак, и там же и выйти попробуем. Опа. Дикий. Хорош. Да, там эти самые были заряжены, 7 миллиметров. Все, последний дикий остался. На КПП встретить бы еще одного дикого. Чтобы уже не переживать за то, что мне мурка нужна будет, не нужна будет. А то мне придется опять же ее там забирать, если меня завалят. А они не продаются, опять 133. И это время, я больше времени потеряю. Я хочу сразу сделать в этом же рейде. Задача-то простенькая. Что там 4 диких? Заберем. А, в лесопилке там весело. Лучше тогда через базу юсеков. Лагерь. Юсеков, точнее. Опа. Да вы чё живучие такие? Ну все, хана тебе. Подзадача выполнена. Все, можно теперь на родину все возвращать, на родину. Можно кикнуть. Вот, ВПО сюда. Теперь берем, короче, в руки ВПО. Все, сюда заряжать больше ничего не надо. А, тут прикол теперь в том, что я либо ЛЦУ включаю, либо фонарик. Тогда это фить. О, все, порядок. Все, теперь выход ВПО. Механический прицел. Дистанция больше 40 метров. Надо дальше стрелять диких. Чем, собственно, сейчас займемся. Но здесь на лесопилке не буду лазить. Что-то тут мне активность какая-то не нравится. Я лучше пойду сейчас через лагерь юсеков, через вышку сотовую и старую деревню. А я деньги не взял. Молодец, да? А я хорош. Вперед. Что это такое? ЧВК? Топорист какой-то носится. Дза-дза, уходи. Да, и не прицела, и нифига я не взял. Я молодец. Но я не рассчитывал, если честно, тут ЧВК стрелять. А прицел все-таки надо было мне взять на вот такой вот случай, чтобы в случае необходимости можно было фук его пику посмотреть. Ага. О, дикий. А как он его подпустил к себе? Блин, зараза, нифига он. А, вижу, через дорогу побежал. Все, на лесопилку пошел. Ну давай. Никому не рассказывай, что здесь видел. Это, походу, не дикий был, это, походу, ЧВК тут стоял. В натуре ЧВК. Представляешь? Вот это дела. По парам тут ходите? Или вы не друзья ни разу? Блин, какой интересный персонаж. Так. Вот это на себя. Вот это тоже.
Ох, рюкзачок-то у меня точно такой же. Он не захочет, да, отрыгнет. Надо торопиться, а то сейчас этот вдруг он с пистолетом. Сейчас спящего меня в голову. Ну ты чё, и коробочку надо изучить, и патрон надо изучить. О, работает. Зашибись. Или это в схроне только рюкзак? Да нет, по-моему, что-то и в рейдах раньше было, что рюкзак в рюкзак одинаково нельзя было складывать. Или это что-то некорректно было? Пойдет? Опа. Смотри, агрессивный какой, а. Не отпустишь, да? Блин, надо СВД брать. А, слышу я его. Да, агрессивный. Придется встречать. Ого! Ого! Хорош. А чё так жестко-то? Это сглазили меня пацаны, которые пишут в комментариях. Играет на ПВЕ серверах. У него там никто не бегает. Я тоже могу на ПВЕ так бегать. Ну, пожалуйста, голова, глаза и мне прилетают. Хотя я уверен, что я тоже попадал по нему. Все, пошли на берег, я собрался, взял 3 маячка. Буду пробовать сделать квест прапора, терапевта, егеря. И все это еще приправим сверху тарковским стрелком. Оптику, если что, буду снимать и стрелять с мушки. Погнали берег с утра, страхую уши, пушку и рюкзак. Квестов кучу целую хочу попробовать переделать, потому что если не завалят, то рейд долгий будет. Планы сделать 2 квеста для егеря, квест для прапора и квест для терапевта. 4 квеста, в общем, попытаюсь сделать. Так что любой точки высадки на карте буду рад. Мне надо будет прочесать практически всю локацию. Ну, примерно, да. Понятно, я за болотами. За болотами, за болотами. Так, ближайшая цель у меня, значит, получается для егеря. Мне нужно будет посмотреть дом рыбака, дом священника и дом председателя. И я как раз возле них появился на карте. Также для егеря нужен тарковский стрелок. 5 диких. С механического прицела подстрелить. Нет никаких соседей. Для терапевта нужно будет осмотреть, найти точнее, группу, которую она отправила. И 3 маяка надо будет засветить на местах спауна санитара. Для прапорщика. Эти 4 квеста, в общем, у нас поехали. Дом рыбака обнаружили. Тут сетка рыболовная висит. По ней ориентир. Наверное, сначала дом священника. Блин, хотя нет, неправильно я сделал. Надо было сначала на дом председателя бежать мне, наверное. А тут уже вон он, на холме. Дом священника как раз тот, в котором спящий лежит. Я, правда, не знаю по этому квесту, надо ли выживать, выходить с локации или нет, но так как у меня куча целая квестов, я готов поспорить, что хотя бы в одном из них надо будет выжить, выйти с локации. Дом священника. Дом председателя пойдем. И, наверное, там вдоль берега пойти. А, нет, мне же в коттедж надо будет еще зайти. Так, так как дистанция ближняя, я предлагаю прицел фить сразу. Если я вдалеке кого-то увижу, я успею прицел. Проще прицел нацепить, чем вблизи потом снимать его.
вот он, дом председателя. О, здорово, доступен к завершению. Даже выходить с локации не обязательно по этому квесту, так что один квест мы уже 100% закрываем. Значит, уже не зря вся эта возня. О, зеленый порох. Часто его здесь встречаю. Зеленый порох. Все, осмотрено. Значит, теперь в деревню. Упс, в болото вляпался. Одним глазком гляну здесь. Тишина. Тишина. Пошли на коттеджи тогда. Здесь, видать, ловить нечего нам. А коттедж что-то щеманулся, но... Предлагаю сначала обойти с сопки. С этой стороны с болтовкой мне вообще не вариант внедряться. Слишком поздно я сюда пришел, на этот спаун, честно говоря, но может быть дикий где-то выжил. Похоже, что тут никого. А тут хорошая прям дистанция. Если бы был здесь дикий, прям подарок был бы. Еще здесь за сопкой можно посмотреть, где грузовик. А дистанцию там там сложно будет дистанцию просто выдержать. 40 метров же мне нужно. Пойдем пометим. Коттедж. Посмотрим, что за движение там есть. Вообще нет. Опачки. Движение есть. Блин, погода облачная. Солнце заходит за облако. Непонятно, цвета почти неразличимы. Это санитар, что ли, был? Полоска светоотражающая такая на спине вроде была. Ты ли это, братюня? Еще за куст встал? Зараза такой. И все. Ни туда и ни сюда. Опа. Опа, нифига. С бетой. Так это свита, пацанчики. Вот же, блин, а. Да. Похоже, что это свита. Ой, ё-моё, и мне что теперь делать? А мне по-любому надо туда внедряться. Мне тогда... Ну ладно, начало рейда. Можно попробовать выбить их оттуда. Ох, во что я ввязываюсь. Ну, с другой стороны, что мне? Сколько еще пуль сшибать с этих картотек до сумок, да? Давай попробуем босса со свитой шлепнуть. Мне по любасу надо будет спускаться вниз. Мне нужно будет как раз там и пометить столик, который у коттеджа закрытого. Там же и автомобиль со скорой помощью. Рядом с ним лежат тела, которые по квесту для терапевта нужны. А значит, план таков. Сейчас с сопки поглядим.
Тут отличный просто обзор с этой сопки открывается. На коттедже. Что-нибудь да вычислим. А вон они ходят уже здесь. Опа. Рискнем. Все, один готов. Пошел процесс. Ты что, меня видишь, что ли? Твою мать. С такой дистанции он меня увидел. Жесть. А у меня нет хирургии. Все нормально. Ну чё, пацанчики, придется тогда зубами выдергивать у них победу. У меня хирнабора нет. Да, у них он точно есть. У санитара точно должен быть хирнабор. У него гризли, хирнабор. Все отсюда не достанете. О, он там сидит до сих пор. Есть. Скопытил. Накрылся пацан. Ага, и солнце вышло. Спасибо, вовремя. Так, это уже интересно. Это уже прогресс. Интересно, он подойдет к своему корешу лутать? Они как дикие лутают же друг друга. Так он и правого может также с таким же успехом подойти смотреть, да? А это что такое? Он что, может, из забора там торчит, что ли? Шмальнем? Не, это пятно крови. Я, значит, первый раз тоже попал, скорее всего. Так оно и есть. Да, весело тут у нас. Ну ладно, чё. Время есть. Можем посидеть, подождать какое-то время. Попасти трупец. Ой, как хорошо, прям его отсюда видно. Другого варианта пока не вижу. В руки устают. Давай повыше заберемся и посмотрим. Пришел, смотри. Промазал. Ну ё-моё, как же можно было так-то профукать, а? Там еще какой-то дикий. Понятно. Значит, он приходит лутать все-таки. Че, еще посидим, подождем? Че нам гадом? Давай еще попялимся чуть-чуть. Ну, здрасте, Настя. Кого там еще принесло? Блин, так не пойдет. Так не пойдет. А может, пока он там отвлекся этими взрывами, может быть, сходить мне быстренько тогда маяк поставить? Слушай, что я тормозить? Что я тут буду сидеть? Смысл? Плюс там есть оружие на ближний бой. Пока будет ставиться маяк, я успею схватить волыну какую-нибудь там. Ту, ё-моё, не видно нифига. Облака солнце закрывают и... Обзор ни о чем получается. Ладно, рискнем. Попробуем. Поводов спуститься туда все больше и больше. Две квестовые точки. 2 трупа. Опа.
О, я убил его. Да ладно, серьезно. Я, по-моему, санитара убил. А это обычный дикий. Да ну нафиг, дай гляну. Санитар валяется. Так. Но санитар пошел уже первый. Без оптики. С диким разобраться обычно гораздо больше, конечно же, шансов, чем если бы там был какой-нибудь босс или свитолец его. Со свиты, точнее, с его. Как бы-нибудь его бы припугнуть там, что ли, да и шуметь лишний раз неохота. Гранату бы прокинул ему. Быстро схвачу сейчас волыну, какую здесь первую увижу. Главное, чтобы тоже ни оптика не была никакая. Вот они тела. Коллеги, часть первая. Вон он стол. Замаячим его. Самое страшное позади, я думаю. Все, полминуты ждем. Вот присяду от греха подальше. Сейчас пережду, тогда лучше это время пока устанавливается. Ну, я не рассчитывал на то, что придется тут велосипеды изобретать. Тактики галактики, мать их. Так, где он? А вот за кирпичами один. О, наш клиент. Бронька у него, гжель. Это заберем. Сайга, то, что надо на ближнюю. Вот тот по металлу чапает. Что-то увидел. А, в беседке увидел, типа, да? Нет? А, он в этот зашел, в коттедж. Хорошо, значит мы тут... Ой, да ладно, спасибо. Это нам надо будет миротворцу передать, с галкой нужна будет. Так, дайте мне убедиться, что это санитар был. Да, это был санитар. Отлично, пацанчики, живем. Только один остался, который меня смущает. Но это обычный дикий, он... Ой, я вот это бы забрал вместо сайги на самом-то деле. Ты что задумал? Сюда, что ли, собрался идти? Точно. Кушаем. Приятного аппетита. Теперь надо быстренько тут это все туда-сюда организовать. Это мы, наверное, сайгу скинем. Блин, а барабашка у него большущая. Я бы забрал его. Он, наверное, стоит денег, я думаю. Так, барабашку сюда. Сайгу выкинем. Ну, давай. Во. Так. Ксюха есть. Патроны есть. Трассеры у него были. Можно забрать тритон. Вот так вот. И рюкзак бы я забрал. Да, БТ патроны у него. Все, хорошо.
что обычный дикий. А он уже, смотри, санитаровский кедр староканил. Вот жук. Быстренько вы своих дербаните. Тут он ушатался здесь прям. А попить? А что насчет попить? Я из-за того, что ибупрофена наглотался, теперь сушняк. Так, рассказывай, браток, ты что для меня приготовил? О, есть хирургический набор. Я вот прям рассчитывал, что ты... Спасибо, мужик. Ты очень добрый ко мне. А как мне грызли забрать, а? Хирургический набор бы я забрал на всякий случай с собой. Так, покушать у меня есть. А вот насчет попить это проблема. Вот так я примерно сделаю. Смотри, сначала берешь F5 рюкзак. С него в бету перекладываешь. Вот так можно же сделать. Вот я тормоз. О, и теперь бету берешь, и у тебя еще 5 ячеек освобождается. Сюда мы кладем хирургию, а сюда грызли. Вот так вот и живем, пацаны. Экономим. Так, попить нема. Понял. Плохо. Очень плохо. Мне нужен прицел, надо... Я что-то погорячился, скинул прицел. Вот так вот. Вот так. На ближней дистанции будем двигаться с Ксюхой. Надо было изначально так и сделать. Мне взять какую-нибудь вторичку, да? Кто же знал, кто же знал. Блин, а есть попить что-нибудь? О, 0 гидрации. Мама дорогая. Цвет вообще. Хоть так. Так, ну на какое-то время мы спасены. Вот теперь с полным рюкзаком иди и делай квесты Диса. Понятно? Как бы хочется, и понятно, что если убил босса со свитой, то и залутать их. Дело обязательное практически. Ёлы-палы, еще и ваза. Так, вот сделаем, наверное, фильтр сюда же. Да. Но ведь лев и другой антиквариат сам себя же не найдет, правильно? Надо же смотреть. Тем более, что я за эту территорию воевал. Так что мне положняк тут пошариться. Чё тогда, как тогда, чё, куда тогда, знаешь, как тогда? Попробую мешок тут скину, чтобы тяжесть с собой не тягать.
Пойду схожу к береговой линии, посмотрю тоннель. 23 минуты у меня имеется. Я думаю, времени достаточно, чтобы доделать квест. Мне надо будет подняться еще наверх в Лазурку и на Норвинский, где-нибудь тут. Когда обратно буду возвращаться, скину рюкзак, чтобы тут его потом забрать. А вот тут прямо его и выкину, наверное. Ничего же не надо мне отсюда. Все, вперед. Посмотрим, что там на берегу, на острове Рыбаков. Есть движение. Я тебя вижу, братуля. Далековато, правда? Ну ничего, постреляем. Вот и придумал, куда ты там прячешься, ёпарасы-то, я тебя как, я ж без оптики. Где этот квест? Тарковский, часть первая, один только. Нет, только санитар. Нет, я, значит, не убил его. Ну, начинаются головники. Чё время-то так тратится? В тайнике, может, попить что найдем? Побалуй меня, Тарков. Дай аквамари. О, есть таркола хотя бы. Да и можно и тушенку сожрать. Блин, правда, там гидрация минус 5 дает, потеряем. Ваше здоровье. Тут не видать никого. О, вышел. Чуть-чуть я прозевал его. Чуть-чуть, самую малость. Давай, выходи. Блин. Да ничего, не попал, ё-моё. Проблема может быть в том, что там текстуры какие-нибудь, а я их не вижу. Ну да, вон там всякая хрень висит. Еще и лодка валяется. Как бороться мне тогда с тобой? Нет, не убил, 1 из 5. Уйти, твою мать. Он там присел, хоть подходи и выковыривай, да? Туннель, тишина. Может, в деревне кто возле танка трется? Что-то так не пойдет, нифига себе. Один дикий и тот санитар. А время поджимает уже. Я же не могу тут до вечера с вами лазить. Я тут тихо, видимо. Не вижу никого.
Окей. Оба-на, вовремя. О, наконец-то. Все, завалил. Теперь пошли за мешком и наверх. Где-нибудь возле ГЭС теперь скинем мешок и к вертолету наверх. О, вот этот куст мне симпатизирует. Набрал добра, блин, капец. О, есть зайчик. Попрыгайчик. Давай, братюнь, не прячься, чего ты придумал-то? Нужно надо квест закрывать. О, на крыше. Отлично. Это был третий. Вижу. Ой, хорош, четвертый. Все получается, мне один остался? Один остался. Может, внизу где-нибудь? О, есть внизу, смотри. На катушке. Нет, 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 нет. О, да. И тарковский стрелок доступен к завершению. Все, пошли метить. Вот они, два трупа у хвоста прям вертолета. Мне надо буквально рядом с ними пройти, и засчитается обнаружение. И возле скорой вон тележка стоит. Не тележка, каталка это. На нее маяк надо присобачить. И все, не хочу задерживаться ни на секунду здесь. О, перелив. Шо-то, колбасит дверь. Пинтик обновим. На мана. И синяя карта, конечно же. Нет. Здорово, что быстро получилось все сделать. Теперь забираем тогда свой рюкзак. И через заправку на Норвинский. Там осталась последняя точка. Мне дальше до тоннеля идти вообще даже не надо. Попробуем на Норвинском и выйти. Там мы заберем. Есть попить, бро? Блин, похавать есть, а попить нет. Пить охота. Уж переночевать негде. Капец, в глазах помутнело. Пиздец, как пить охота! Сказал, как ртом. Все, мне можно оптику теперь приклеивать синей изолентой. А у меня из-за того, что дегидратация, у меня, наверное, и тремор из-за этого, да? Вообще прекрасно. Блин, еще и красный таймер, твою дивизию. И вот этот перегруз, перевес мне... Он как бы давит с одной стороны, но с другой стороны так приятно давит. Без него никак на выход нельзя.
Ну что, придется рисковать. Шансы мои невелики, конечно, на Норвинском выйти. Но шанс уже есть. Опачки. Что это вы придумали? До сюда дикие не добегают. Еще меньше теперь шансов выйти на Норвинском. А, вон он, вижу я его, по дороге бежит. И это, кажется, не дикий нифига. Да, смотри, осматривается, все проверяет. Молодечек, молодечек, подпрыгивает. Все, ты домой? На выход, надеюсь. Ядреный корень, вот. Но у меня нет выбора. Мне придется теперь еще и на Норвинском воевать. Что такое? Понятно. Вы бы уже тогда либо заварили этот забор, чтобы не дразнить людей, либо поширше его сделали, чтобы люди нормальные проходили. Шансов еще теперь меньше. Первая, самая большая проблема, я думаю, это будет тот факт, что работает или нет вообще выход. Я хрен его знает, как он определяется. Маяки, не маяки, это все я смотрел по 1000 раз. По ним непонятно, работает ли он или нет. Во-вторых, там кто-то обитает. Для этих у меня дегидратация. Давай я, наверное, еще рюкзак сюда скину. Вот, чтобы хотя бы мобильным быть. По здоровью. Клешню подлатаем. Да, понял, понял. Вижу. На клумбе сидит. Да пошел ты, что творишь-то? Да это дикий обычный. Не обижу, выходи. А этот где? Ну куда делся? О, божечки, где второй-то? Я так и не понял. Он, походу, челоботом был, раз этот хрен его пропустил, да? Ну не может быть, что тот в каске был. Он не был в шапке. Сейчас здание мне как по шапке даст. Все. Тела мы посмотрели. Защищайте, говорит, цель. Да пошел ты в баню защищать. Сейчас все брошу и буду защищать тебя. Пойду посмотрю, пока выход работает или нет. Ой, как опасно. Ой, как это все. Блин, у меня времени нет. Если я сейчас здесь не выйду, мне придется, наверное, мешок бросить. В надежде на то, что хотя бы КПП 11 будет работать. Давай, 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 давай. Есть, работает. Мешок, я иду за тобой. Я пошутил, что я брошу тебя. Пять минут. Я даже не знаю, мне хватило бы времени или нет даже без рюкзака добежать до 11 КПП. Ну, до 11 это ладно еще. Ведь он не факт, что работает тоже. Короче, весь рейд какой-то чисто на удачу. Джентльмен удачи, короче. Вроде и проблемы, но как-то получается выкрутиться из них. Вроде трудности какие-то, но как-то получается совершенно непонятным образом выкрутиться из них. Фух. Не получается.
Тяжести мои. Родненькие. Я ж ногу сломал, твою мать. А у меня шина же была где-то. Есть. Нормально, нормально. До свадьбы заживет. Чьей-нибудь. Я бы магазин новый зарядил бы, свежий. То с этого пострелял. А тот тип, который сюда пришел передо мной, я так и не понял, куда он делся. Возможно, это был челобот, у которого выход был на маяке. А возможно, это тип, который сейчас сидит до сих пор в Норвин. Хотя, что он там бы делал 3 минуты до конца? Походу, на маяке челобот решил выйти. Я так подозреваю. Все, это домой. Все, пацанчики, последний рывок. 3 минуты до выхода. И метров 100 до выхода. Меньше. Если он мне никакую заподляну не устроит, выпустит. То будет просто бомбический рейд. Хотя, возможно, он тоже там хвост поджал и дал тапку, да, раз на выход сюда пришел. Вон там на маяке выход есть у диких. Блин, какого дьявола, полминуты надо ждать. Блять, я ранен! Не бейте, дяденька. Только не по лицу. Да ладно, я выжил? Я выжил! Тяжелый, конечно, денек выдался у ЧВК. 47 минут, офигеть! Я прям по максимуму, сколько можно было, столько и проторчал. Я не ожидал, я рассчитывал, конечно, что рейд будет долгий, часа на пол, но минут на 35, может быть. Но чтобы почти 50 минут, офигеть, давно такого не было. Закрываю Тарковский стрелок, часть 1. Тарковский стрелок, часть 2. Сделать попадание в ноги с расстояния более 40 метров, используя болтовые винтовки 3 раза, говорит. Сделать попадание в голову с расстояния более 40 метров, используя болтовые винтовки 2 раза, говорит. Но это мы сделаем. Закрываю также визит вежливости. Ко всем корешам его заглянули в гости. И анестезия, вот как называется этот квест. На берегу место торговли надо было пометить для прапорщика. И, коллеги, часть 1, те же самые места нужно было осмотреть для терапевта по ее квесту. Коллеги, часть 2. Найти в рейде помеченный синим символом хирургический набор санитара. Найти в рейде офтальмоскоп с маркировкой санитара. Вот здесь мне понадобится ключ от коттеджа. Теперь все торговцы ко мне подваливают. Игра наверняка точно такой же. 1 в 1 квест, как у прапора. Дает только он мне сам теперь маркеры. И надо медконтейнеры пометить. У санатория, у коттеджа и на пирсе. Образцы выдает первый квест миротворец. По этому квесту мне надо будет инжекторы передать. 2 из них у меня есть. 1 свеженайденный. Второй мельдонин у меня уже лежал какое-то время. Вот, ну и да, большой список тут, портянка целая, оставшихся еще образцов. Кабинет химии выдает мне квест механик, по этому квесту нужно найти кабинет санитара в санатории, ключ с синей изолентой, по-моему, у меня есть или нет, не помню. У меня есть зато барахолка, значит купим, это не проблема. Даст видеокарту, говорит. Погнали оружейник, часть 6 выполнять. Нам нужен будет Р-11 РСАС. Винтовка нужна с прицельной дальностью больше 1500 метров. По весу 6,5 кг или меньше, с глушителем, эргономикой больше 21 единицы и суммой отдач меньше 350 единиц. Награда более чем достойная, больше чем 500 000, 2 биткоина даст. Снимаем магазин, он нам вообще не понадобится, это 100%. Также дульное устройство снимаем и приклад снимаем. Ну и помимо приклада еще и трубу для приклада тоже снимаем. В первую очередь, что нам понадобится, это прицел оптический с прицельной дальностью 1500 метров. Валим на барахолку, заходим в оружейные части и моды, функциональные моды, прицелы, оптика. И тут находим 1500 метров прицельную дальность. Тут 800. Вуду у меня, который я его в рейде нашел, 1500, поэтому я с ним буду работать.
Можете посмотреть, что подешевле. Вот, например, 31 тысяча, тоже 1500 мне тоже подходит. На оптику нужно будет крепление, поэтому по оптике фильтр по связи и находите тот, который вам нужен. Вот это крепление нам не подходит, смотри, он тут Remington интегрированный. Там крепление кривое, поэтому ищу дальше. И следующий попадается, который за 19,5 почти кусков. Вот такой вот нам подходит. Его забираем и закрываем требования с оптикой в 1500 метров. Ставим крепление, в крепление вставляем оптику. Все отлично. Затем нам необходимо дульное устройство. По стволу фильтр по связи и находим в функциональных модах глушители. Он тут один, так что не ошибетесь. Можно попробовать варианты с переходниками на компенсаторы, там поставить туда-сюда, но по деньгам я посмотрел, то же самое у меня выходит. Миротворец у меня не открыт, за баксы не могу взять, поэтому беру за рубли его и ставлю самый обычный глушитель. Нам старый приклад не подходит, там эргономики +2 всего-навсего, а на трубу родную не ставится ничего, кроме убитых вот этих вот геновских прикладов, в которых почти нет эргономики никакой. Значит, решение следующее. Фильтр по связи по оружию и находите адаровскую, самую обычную трубу. Труба приклада Адар, 920 рублей. Вот она нам и подойдет. Устанавливаем трубу и теперь поиск по трубе будем осуществлять. Фильтр по связи. Переходим в оружейные элементы снаряжения, проклады и берем GLR-16S или GL Shock. 10 тысяч. Плюс 13 эргономики, дешево, сердито, то, что нам надо. Ставим приклад, радуемся. Дальше нужно по цевью, фильтр по связи, переходим, находим направляющую Remington 4 дюйма, она нам понадобится, чтобы установить рукоятку тактическую. Берем направляшку, ставим на цевье, дальше по направляшке фильтр по связи. Я там кобру прикупил и зря, потому что я вижу, что мне эргономики надо... немного, тут мало, вот тактическая, плюс 7, $31, вообще копейки стоит. Именно эта рукоятка нам поможет закрыть квест оружейник. Ее берем, устанавливаем и можем передавать пушку. Кобру вы тут не видели, кобры не было тут, получается. Все, пушка готова, по всем параметрам она подходит, кому удобно, вот так вот в модификации покажу. Закрываем квест оружейник. Переходим к механику, передаем RSAS и радуемся, потому что мы берем биткоина 2. Оружейник часть 7 тоже простенький довольно, Remington модель 870, нам понадобится дробовик. Это все мы оставим на следующий выпуск. Поднялся до 24 уровня, и теперь терапевт мне говорит, лояльность 3 лови. И интересные бартеры тут прибавились кое-какие. Но проще, по-моему, этот кейс для медикаментов купить на барахолке. Больше, чем в 2 раза дороже у нее, офигеть. Купим тут. Биткоины продал, планшет для документов купил. Теперь я деловой, колбаса, пацанчики, у меня будут планшет для документов. Хоть ключи будет куда складывать, да бабосики, да, в альфе, в этой микроскопической. Не за горами квест для егеря, по которому нужно будет сдать дефибриллятор портативный с галкой. И я его, пожалуй, сейчас поставлю на крафт в убежище. Все, я докупил все, что необходимо, сварится и будет лежать, кушать он не просит, так что 5 часов, 15 минут и... Зато будет уже заранее подготовленный квест для егеря. Егеря надо прокачивать. Он такой противный, зараза. Столько надо ему много лояльности еще вкачать. А без света 75 часов. Вы что там курите? Ладно, я тогда будильник поставлю себе. Через 5 часов зайду в игру. Отключу генератор. На сегодня у меня все. Надеюсь, выпуск вам понравился. Второй рейд прям вообще сказка. Расскажи кому, хрен кто поверит, пока не увидят. Ну вот, так что... Если кто не поверит, скажи, а вот же, Диса снимают. Заходите, смотрите. Всем спасибо за просмотр, за вашу поддержку, за пальцы вверх. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.